В IX веке два брата-монаха пересекли земли славян. Их миссия навсегда изменила жизнь этих народов. В этом видео мы рассмотрим, как и почему славяне приняли христианство и научились письменности, особенно на землях будущей Руси. Братья Кирилл и Мефодий были греческими монахами. Они путешествовали по разным землям. Среди арабов, хазар и славян, неся людям христианскую веру. По преданию, Мефодий в Крыму, в Корсуне, якобы обнаружил мощи папы Климента Римского, спрятанные вместе с якорем. Климент был сослан сюда при императоре Трояне на каторжный труд в каменоломне и принял мученическую смерть. В это время на западе против восточно-франкского правления в Моравии восстал князь Ростислав. Добившись значительной автономии, он стал искать альтернативу миссионерам, присланным немецкими франками, и тогда князь обратился за помощью к Византии. Император и патриарх назначили Кирилла и Мефодия во главе миссии Моравию. Братья знали славянские языки и, находясь в Салониках, уже работали над созданием славянского алфавита, глаголицы, основанной на греческом. Этот алфавит должен был облегчить христианизацию и развитие образования среди славян. Прибыв в Моравию, Кирилл и Мефодий начали обучать людей литургии на славянском языке. Они также перевели Библию на старославянский, то есть на древнеболгарский язык, понятный для моравов. Именно поэтому миссия была очень успешной, но когда немецкие священники узнали о деятельности братьев и их переводах, они выступили против них. В 864 году император Людовик Немецкий напал на Ростислава со своими войсками, вынудив его подчиниться в качестве вассала и позволив вернуться латинским священникам. В это же время произошел Фотиев раскол между Римом и Константинополем, поэтому Папа Римский пригласил Кирилла и Мефодия к себе, чтобы они объяснили свою деятельность. Братья отправились в Рим через Паннонию, где получили поддержку у местного славянского князя. Также они пытались заручиться поддержкой в Венеции, но местный собор выступил против них. После этого они продолжили путь к Папе Римскому. Когда братья прибыли в Рим, Фотиев раскол с Константинополем уже завершился. Новый папа Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи святого Климента, встретил их торжественно за городом. Он одобрил их миссию в Моравии, назначил Мефодия архиепископом Паннонии и Моравии и разрешил использовать славянский язык в богослужении. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Кирилл умер, находясь в Риме, а Мефодий продолжил миссию без него. Сначала он работал у славян Паннонии, а затем в Моравии. В 870 году моравский князь Ростислав попал в плен к императору Людовику Немецкому, и страной стали управлять немецкие графы. Мефодий был арестован новыми властями и вместе с Ростиславом содержался в баварских монастырях. Синод в Регенсбурге сместил Мефодия с должности, и он провел 3 года в тюремном заключении. По житию его били, выбрасывали на мороз без одежды и насильно влачили по улицам. Мефодий был освобожден по приказу папы Иоанна VIII и восстановлен в должности архиепископа. Ему запретили использовать славянский язык в богослужении, но Мефодий этот запрет фактически игнорировал и продолжал свою миссию среди моравов и далее. В это время Великая Моравия была не маленьким княжеством, а крупным славянским государством в центре Европы. В его состав входили земли современной Южной Польши, Венгрии и даже части Западной Украины. Согласно летописи, на территории возле Кракова правил сильный языческий князь, правитель Вислян, который поносил христиан и причинял им вред. Сообщается, что Мефодий обращался к нему с увещеванием. В итоге правитель Вислян был захвачен в ходе военного вторжения моравского князя, вынужден принять крещение и стал платить дань. На Закарпатье местные князья иногда признавали верховную власть моравских правителей и также платили дань. В IX веке территория современной Львовщины находилась в сфере влияния Великой Моравии. Крупнейшее поселение восточных славян у Плесневска по площади было в 10-15 раз больше раннего Киева, и это был не единственный случай. На Львовщине и в Прикарпатье существовали и другие гигантские городища. Деятельность Кирилла, Мефодия и их учеников создала общую религиозно-культурную среду среди славянских земель, включая Чехию, Польшу и западные территории современной Украины. Легенда о Кие, Щеке и Хриве позднее стала символическим выражением этой единой славянской идентичности, хотя напрямую с миссией братьев не связана. В некоторых интерпретациях Ки символизирует Киев, Щек – Чехов, а Хрив – Краков.
При новом князе Великой Моравии Святополке было изгнано немецкое духовенство. Оно обвиняло Мефодия перед папой в ереси. В 878 году Мефодий был вызван в Рим по обвинению в ереси и использовании славянского языка. На этот раз папа Иоанн VIII поверил доводам Мефодия в свою защиту и отправил его обратно оправданным по всем обвинениям, получив разрешение использовать славянский язык в церковных службах. Это положение сохранялось до смерти Мефодия. После него его ученики пытались утвердить его почитание, чтобы защитить миссию. Однако новый папа запретил использование славянской литургии. Ученики Кирилла и Мефодия были вынуждены отправиться в изгнание. Они принесли славянские тексты в Болгарию, где сумели утвердить почитание Кирилла и Мефодия. На основе глаголицы был создан новый, более удобный алфавит – кириллица. Болгарские цари рассматривали принятие старославянского языка как способ укрепления политической независимости от Византии и Рима. Благодаря этому кириллица распространилась в Киевскую Русь, а также на территории современной Сербии и Хорватии. Для западных славян победа немецкой католической церкви имела огромные последствия. Прежде всего, языком письменности надолго стал латинский язык. А в 906 году Великую Моравию захватили язычники-венгры, и государство навсегда прекратило свое существование. Славянское население Паннонии было частично ассимилировано, частично вытеснено. В 1980 году Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил Кирилла и Мефодия собокровителями Европы. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.